Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую всех на канале Айрония. Сегодня у нас женщина-скорпион. И в каждом видео я повторяю, что это мое хобби — наблюдать за проявляющимися чертами характера по солнечным знакам. И так как я это делаю давно, то я уже точно поняла, какие проявления характера чаще всего повторяются. Слушайте, сравнивайте, развлекайтесь, вспоминайте, кто у вас подружка-скорпион. Поехали. Я сделала пометки, потому что могу сразу сказать, что это сложный знак. Вроде цельный типаж и в то же время противоречивый. Мы говорим только о женщинах, потому что женщины и мужчины одного знака различаются по поведению. Женщины, даже внешне спокойные, имеют стремительный, никак другими людьми непредсказуемый темперамент и поведение. Сами они знают, что делают, и знают последствия, и все равно делают. Потому что им надо в этот момент выстрелить ядом, а убьет этот яд врага или друга, уже не учитывается. Она может сказать неприкрытую правду, например, начальнику, даже зная о том, что будет уволена после этого. Почти у всех женщин, почти, а не у всех, излишняя тревожность или излишние комплексы. Даже если их нет внешне, у них самих в голове они есть. Возможно, поэтому у них тяга к независимости. Она сама решает, что и как ей лучше, отсекает излишние хлопоты и волнения и действует по своему собственному сценарию. Они всегда уверены в своем поведении и своем выборе. И не надо ее жалеть. Если вам вдруг кажется, что ей можно было бы сделать там по-другому, лучше устроить свою личную жизнь, на ваш взгляд. Нет, она знает всех своих тараканов в голове, а может и скорпионов в голове поименно, и именно поэтому выбирает тот или иной путь вам непонятный. Они очень сексуально заряжены, умеющие отдаваться страсти по-киношному ярко. Этим привлекают мужчин, но одновременно очень любят быть от них независимыми. Внешне они выглядят уверенными, энергично двигаются или наоборот могут быть излишне замедленными, такими надменными, и потом больно куснуть расслабленного вот этим своим поведением неподготовленного субъекта. У них всегда очень пронизывающий взгляд, неважно, какого цвета у них глаза. Если женщина-скорпион развивается, то с ней бесконечно интересно общаться. Она проницательна, наблюдательна, она ответит вам на все, потому что эрудиция и образ мышления дают ей свою собственную точку зрения на любые жизненные ситуации. И часто для многих собеседников этот взгляд очень кажется странным и во всяком случае неожиданным таким поворотом мысли. Очень сильно развита интуиция, и при этом, что для меня очень странно, в личной жизни не могут спокойно жить с одним с партнером. Что-то всегда идет не так. Редкий случай, даже, честно сказать, я таких случаев не знаю, когда женщина-скорпион счастлива в браке. Я надеюсь, что такие случаи есть. Потому что она рубит правду матку, где ее рубить не стоит, или не стоит делать так бестактно. Ей нужен спокойный муж. Мне кажется, что вот рыбы идеально подошли бы, это водный знак, и ему придется терпеть ее выходки. Он более понимающий подходит к этому делу. Они не любят быть полностью открытыми, им комфортнее быть скрытными. Это как вот быть раздетым, для них вот это вот обязательно должна быть какая-то, но скрытая ситуация. И она любит искать какие-то недостатки в людях. Я думаю, что именно по этой причине, даже если их там близко нет, она их нарисует в своей голове. Потому что ей хочется, чтобы и у других было не все так гладко. У умной женщины-скорпиона есть, на мой взгляд, очень ценное качество. Она преобразует любую ситуацию, материал или топливо для чего-то полезного для себя. Вот такой безотходный процесс. Это просто уникальное качество, которому многим стоит поучиться. Но для этого, это только у умных женщин бывает, и для этого надо быть очень проницательным человеком, как скорпион. На то они и скорпионы, что могут спокойно сказать очень голую правду в грубом виде прямо в лицо собеседнику, не думая о том, что может и получить неожиданно достойный ответ, если нарвется на более умного собеседника.
Иногда у них проявляется какая-то неконтролируемая злость, потому что у них, как я уже говорила, сложный характер. Они не думают в момент, в который они жалят кого-то, да, о последствиях в дальнейшем. Они не смотрят как бы за ситуацию. И внутри себя они мечутся между тем, что они хотели бы, вроде бы, как бы, принца на белом коне, розовое платье, я сейчас образно выражаюсь, когда-нибудь. А вот прямо сейчас им хочется пиво, сигарет, ругаться матом и с удовольствием принимать приставания гопников. Я сейчас очень образно говорю, надеюсь, вы понимаете, как бы, мои ассоциации. В них отталкиваются два полюса. Поэтому подруги должны быть в курсе ее приступов вот, ярости и не бить ее в ответ. А самой скорпионше надо работать над своей речью, контролировать проявление своей нервной системы, вот этой агрессии, иначе с ней никто не захочет больше иметь дело. Подруг она, конечно, не слушает и вообще никого никогда. Только себя и делает только то, что сама хочет, даже если это для нее, на наш взгляд, допустим, да, плохо обернется. Им нужен умный, а еще важнее, очень сильный по духу мужчина, чтобы он не сильно, а лучше совсем не обращал внимания на ее выходки и ценил только ее хорошие качества. Потому что она в прямом смысле будет измываться над мягким человеком, унижать, насмехаться, подкалывать, ни во что не ставить. Она может им поиграть какое-то короткое время, как кошка с мышкой, и потом просто откинуть его в сторону. И они еще сами умеют очень хорошо утомить спокойного человека. Их, потому что часто несет без остановки, как Остапа. Им нужны страсти в личной жизни, драмы, иногда насилие. Не в прямом смысле насилия, а сексуальное насилие, грубость, даже боль. В общем, в постели с женщиной-скорпионом можно и нужно все, и даже больше. У них нет никакой чувства меры, поэтому вот так. Скорпионы и женщины, и мужчины мощно сканируют людей в прямом смысле этого слова. Так что им не надо рассказывать там сказки какие-то, что-то приукрашать, придумывать. Они увидят это сразу, и это им не понравится. И вот сексуальность – это их главная черта и уязвимое место. У них вся жизнь крутится вокруг секса. Если ей попадается хороший партнер, который отвечает делом за свои слова, то она сделает его счастливым однозначно. Он будет вкусно накормлен, обласкан, удовлетворен на всю катушку в постели. Скорпионы любят в семье все держать под своим контролем, и она однозначно в семье будет доминировать. Все, что для нее ценно, она в состоянии сама защитить. Если они развиваются, то они добиваются прям реальных высот в профессиональной деятельности. Могут стать крутыми специалистами. На мой взгляд, на мой личный взгляд, им будет хорошо работать в полиции, например, или где-то стать каким-нибудь спасателем, там, я не знаю, в горах. В общем, что-то экстремальное. Или еще хорошо будет творческой профессией заниматься, художником, например, быть. Многие, потому что очень креативны, и если они видят цель, они ее добьются 100%. Даже меняя деятельность абсолютно вообще в разных областях, часто как перчатки. Они могут быть трудоголиками, если они работают над собой, это очень важно, поэтому я это повторяю часто, то смогут легко расположить к себе людей и блестяще провести переговоры или договориться с кем никто другой этого сделать не смог. Считается, что скорпионы мстительные. Вообще не могу этого подтвердить, абсолютно нет. Это не так однозначно. Они могут резко порвать отношения, сказать что-нибудь резкое, внезапно удалиться, но не мстить. Если она мстит, то месть ее смешна. Также не могу подтвердить то, что они все женственные и притягивают к себе взгляды и окружены поклонниками. Это скорее исключение из правил. Они горят огнем страстей изнутри, а внешне они особо ничем таким не выделяются. И чтобы выделиться, кто хочет это сделать, они обычно делают себе татуировки, пирсинг, уколы красоты, вот что-то меняют внешности. Или, что чаще бывает, выделяются каким-то внезапным, вызывающим поведением.
какими-то там танцами, критикой в адрес устроителя вечера или еще что-то в этом роде. Главное, чтобы их запомнили. Они, женщины, часто любят много поесть, выпить, так что им надо себя контролировать в этом деле. Ревнивы, сильно ревнивы. Я представляю женщину-скорпиона как девушку, которая весь вечер хочет понравиться определенному мужчине, но не решается к нему подойти. Она думает, подходить, не подходить. Обратить на себя внимание, значит, она не решается. Но когда он уже будет уходить, то она не в силах сдерживать накопившиеся в себе эмоции, ринется на площадку с грязными танцами, чтобы остановить уход мужчины своей мечты таким образом. И в то же время, если он посмеет ей что-то не то сказать или не так что-то как-то проявить себя, то будет тут же ужален и прилюдно оскорблен. Подарите ей честную любовь и получите в ответ это же в 10-кратном размере. Все, девочки, скорпиончики, я вас всех обнимаю и целую. Девочки и не скорпиончики, вспоминайте, кто у вас из подруг скорпионы. Может быть, вы сама скорпион. Пишите свои комментарии. С вами была Наташа. До новых встреч. Пока.